Всем привет! Марин Ле Пен – сильная и волевая женщина, ведущий политик Французской Республики, руководитель партии «Национальное объединение». Для тех, кто не знал, это ультраправая консервативная националистическая политическая партия во Франции. Марин является наиболее вероятным кандидатом на кресло президента Франции, однако по итогам первого тура выборов уступила кресло главы Франции Эммануэлю Макрону. Но перед тем, как мы начнем, не забудь поставить лайк и подписаться, если еще не сделал этого. Далее мы расскажем, как живет Марин Ле Пен, биография и интересные факты. 5 августа 1968 года в Париже, а именно в Нейи-сюр-Сен, также известном просто как Нейи, родилась девочка, которую назвали Марион Ан Перрин Ле Пен. Нейи является коммуной в департаменте Оде-Сен во Франции, к западу от Парижа. Непосредственно прилегающий к городу район состоит в основном из отдельных жилых кварталов, а также многих корпоративных штаб-квартир и несколько иностранных посольств. Это самый богатый и дорогой пригород Парижа. Ее отец Жан-Мари на тот момент уже имел скандальную славу, которую заслужил неоднозначными высказываниями о Второй мировой войне. Его неоднократно обвиняли в расизме и оправдании Холокоста. Матерью Марин стала модель Пьерет Лалан, ранее родившая политику еще двух дочерей – Мари Каролин и Ян. Вскоре после рождения младшей из девочек Жан-Мари стал наследником большого состояния и вместе с женой и детьми переехал в элитный район Парижа Сен-Клу. В распоряжении Ле Пена оказался целый дворец, а у дочерей появилась прислуга и личный водитель. Но обстановка в доме оставалась напряженной, так как из-за политических взглядов отца на семью неоднократно совершались покушения. Самое громкое посягательство на жизнь Ле Пенов случилось в 1976 году. Тогда часть дома была разрушена в результате взрыва бомбы, подброшенной неизвестными. В прессе это событие назвали самым разрушительным терактом со времен Второй мировой. К счастью, Марин, чья комната пострадала, удалось отделаться царапинами. Но произошедшее позволило ей осознать, сколь опасна для жизни бывает политика. Другим потрясением для девочки стал разрыв родителей, который случился в 1984-м, когда ей было 16 лет. Мать ушла от Жана-Мари к журналисту, занимавшемуся созданием биографии политика. Дочери остались с папой, а наладить отношения с Пьерет удалось только спустя годы. В юности Марин не хватало ее поддержки, в которой она нуждалась особенно остро, когда одноклассники травили ее из-за политической карьеры отца. После окончания лицея Флоран Шмидт де Сен-Клу девушка поступила на юридический факультет университета Пантеон-Ассас. Она освоила дисциплины гражданского и уголовного права и получила степень магистра. В 1992-м Марин присоединилась к коллегии адвокатов, начав работу в фирме друга отца. Спустя 2 года она попробовала начать вести практику самостоятельно, но не достигла в этом успеха. Политическая карьера Ле Пен связана с деятельностью партии «Национальный фронт», которая была основана отцом вскоре после ее рождения. Марин вступила в ее ряды, едва ей исполнилось 18. А в годы учебы в вузе состояла в студенческом движении, поддерживающем идеи «Национального фронта», и даже была его почетным лидером. В 1993 году знаменитость впервые поучаствовала в выборах в качестве представителя Национального фронта. Она баллотировалась в Нижнюю парламентскую палату по 16-му округу столицы Франции. 3-е место среди всех кандидатов было удачей для Марин, несмотря на то, что в парламент она не прошла. Спустя 5 лет Ле Пен получила первый политический мандат, избравшись в региональный совет Нор-Па-де-Кале. Тот же год ее назначили руководителем юридического отдела партии, и она завершила карьеру адвоката, погрузившись в политическую борьбу. Департамент был создан с подачи главы Национального фронта по инициативе его дочери, остававшейся на руководящем посту до 2004 года. С приходом нового века в политической карьере Марин начался очередной виток. Она возглавила свободную ассоциацию «Женерасьон Ле Пен», которая была приближена к Национальному фронту и ставила задачей дедемонизировать партию, отбелив ее репутацию. Тогда же молодой чиновнице удалось занять пост помощницы президента Национального фронта. Находясь на руководящем посту, Марин продолжала участвовать в парламентских выборах. В 2002 году во время борьбы за место в законодательных органах в 13-м избирательном округе ей удалось пройти во 2-й тур, что стало доказательством возрастающей славы и повышения доверия у населения. Влияние Марин внутри Национального фронта тоже продолжало расти и вскоре превысило даже авторитет создателя партии – Жана-Мари Ле Пена. В 2010 году его дочь выразила намерение баллотироваться на пост лидера, после чего начала предвыборную кампанию.
Отец поддержал знаменитость в ее стремлении, что в итоге позволило ей победить. До того, как Марин вступила в ряды Национального фронта, политика партии основывалась на пропаганде национализма, противодействии засилию иммигрантов на территории Франции. Движение ассоциировали прежде всего со скандальными высказываниями Жана Мари, и его дочери пришлось приложить усилия, чтобы изменить это. В отличие от отца, категорично высказывающегося о беженцах, меньшинствах и правах женщин, Марин продемонстрировала более мягкие политические взгляды. Оставаясь приверженцем светских ценностей во французском обществе, Национальный фронт стал более терпимо относиться к мигрантам. Начала проявляться и толерантность к ЛГБТ-меньшинствам. Теперь партия выступает только за запрет однополых браков, без противодействия отношениям. Ратует Ле Пен и за гендерное равноправие, призывая общественность к запрету паранджи и буркини. Организация подает себя как партию для французов с любым цветом кожи. К тому же, когда поток беженцев и переселенцев из Африки и Ближнего Востока усилился, а новые жители Франции стали навязывать коренному населению собственные религиозные убеждения, у партии появилось больше сторонников среди коренных граждан. Все это, а также осуждение расизма и отвержение резких высказываний отца позволило Ле Пен достичь поставленной цели – сделать партию конкурентоспособной в политической борьбе. А в 2015 году Марин окончательно завоевала симпатии французов, после того, как изгнала из Национального фронта Жана Мари, позволившего себе назвать газовые камеры просто атрибутом Второй мировой войны. В последующие годы знаменитость оставалась на посту главы партии, покидая его только по собственной инициативе ради участия в президентских выборах. Ле Пен, все больше утверждаясь на политической арене Европы, в 2014 году стала членом парламента Евросоюза. Число депутатов партии «Национальный фронт» составило треть от всего положенного количества мест для французской делегации. В Европарламенте представители партии Ле Пен занимаются продвижением идей Содружества европейских государств, которое будет основано на принципах национальной безопасности каждой страны. Для этих целей под руководством Марин была создана фракция «Европа наций и свобод», которая объединила депутатов Нидерландов, Италии, Великобритании, Бельгии, Австрии, Польши и Франции. В прошлых интервью Марин выступала с критикой действий Ангелы Меркель, пребывавшей на посту немецкого канцлера. В частности, как утверждала француженка, миграционная политика Германии, которая с энтузиазмом воспринимается многими французскими глобалистами, уже должна была обернуться катастрофой. Тогда Ле Пен оказалась права. В 2015 году Германию захлестнула волна миграционного кризиса. Выступая в Европарламенте, Марин всегда отстаивала национальные приоритеты Французской Республики, которым, по ее мнению, часто угрожает чрезмерное лоббирование в ЕС немецких интересов. По отношению к бывшему президенту США Дональду Трампу, Ле Пен поначалу была настроена позитивно. Она в числе первых поздравила миллиардера с приходом к власти, разместив соответствующий пост в Твиттере. Лидер Национального фронта с воодушевлением отзывалась и о политике американцев в отношении беженцев из стран Ближнего Востока. Но после новостей о штурме Капитолия она предпочла воздержаться от комментариев. В выступлениях Ле Пен высказывается против позиции мировых лидеров по отношению к России. Политик не считает, что Россию можно воспринимать как военного агрессора, который угрожает миру в Европе и на всей планете. Она неоднократно призывала к отмене санкций и укреплению сотрудничества с российским государством. Марин не оставила без комментариев отношения между Россией и Украиной. Всех, кто говорит о России как об агрессоре, Ле Пен причислила к провокаторам, желающим войны любой ценой. Выход Крыма из состава Украины и присоединение к России политик назвала историческим фактом, так как полуостров был в составе украинского государства только 60 лет. Ну а как мы с вами знаем, из этих 60 лет украинское государство само появилось только чуть более 30 лет назад. По словам знаменитости, она сожалеет, что свободное волеизъявление жителей Крыма не было признано как законный политический акт. В подтверждение лояльного отношения к политике России в 2017 году Марин совершила визит в Россию. В марте она побывала на встрече с президентом Владимиром Путиным, где обсудила события в Сирии и в очередной раз выразила поддержку главе государства. Во время февральских событий 2022 года Ле Пен отреагировала, призвав собрать конференцию на Украине с участием России. В это же время предвыборная кампания политика была приостановлена из-за нехватки спонсорской помощи. Весной 2011 года Ле Пен была впервые утверждена в качестве кандидата в президенты Франции и осенью начала предвыборную кампанию. В ноябре были объявлены основные тезисы ее программы: курс на сильное, суверенное и демократическое государство, ориентация на семейные ценности и повышение уровня образования. Не забыла Марин упомянуть и о политике в отношении мигрантов, пообещав ассимиляцию в противовес коммунитаризму.
Эксперты отметили тенденцию уделять больше внимания экономическим и социальным вопросам, а не делать упор на проблеме иммиграции, которая до этого была центральной для представителей Национального фронта. Это принесло знаменитости дополнительную поддержку. В апреле 2012-го были объявлены результаты первого тура. Ле Пен заняла 3-е место, набрав почти 18% голосов, чем превзошла своего отца, баллотировавшегося в президенты за 10 лет до этого. Среди сторонников Марин было немало простых рабочих и малоимущих, чувствующих конкуренцию с беженцами за места на трудовом рынке. Спустя 2 года стал заметен прогресс Национального фронта на муниципальных и сенаторских выборах. 11 выдвиженцев от партии были выбраны мэрами, а 2 получили места в Сенате. Среди заметных представителей Национального фронта – племянница знаменитости Марион Маришаль Ле Пен, которая в 2015 году стала депутатом регионального совета Прованс-Альпы-Лазурный берег. Вскоре после этого Марин вновь выдвинула свою кандидатуру на президентских выборах. С самого начала она была в числе лидеров опросов, проводившихся среди населения. Единственной проблемой был недостаток финансирования, которое, как утверждают в прессе, в итоге было получено от русско-чешского банка. На этот раз первый тур выборов завершился в пользу знаменитости. Она прошла во 2-й этап, лишь немного уступив Эммануэлю Макрону. После этого Марин заявила о намерении покинуть руководящий пост в Национальном фронте, чтобы стать кандидатом от народа. Но победить на выборах Ле Пен вновь не удалось. Причиной поражения стали неудачные дебаты и заявления о необходимости отказаться от евро в пользу национальной валюты – франка, что не нашло поддержки у избирателей. Вернувшись на пост главы Национального фронта, Марин объявила о смене названия партии на «Национальное объединение». В преддверии следующих выборов она также отреклась от слов по поводу выхода из Европейского Союза и отказа от евро, заявив только о желании изменить внутреннюю политику в ЕС. В июле 2021 года Ле Пен снова оставила место руководителя Национального объединения, чтобы участвовать в предвыборной гонке. Вскоре после этого было объявлено, что партия знаменитости проиграла на региональных выборах. Теперь о личном. Марин дважды состояла в браке. Впервые она вышла замуж еще в молодости. Избранником стал бизнесмен Франк Шофруа, состоявший вместе с ней в партии «Национальный фронт». У пары родились 3 детей – дочь Жанна и близнецы Матильда и Луи. Но в связи с развитием политической карьеры Ле Пен ее отношения с первым мужем ухудшились, и в 2002 году союз распался. Второй супруг знаменитости тоже был выходцем из Национального фронта, но обрести с ним счастье в личной жизни не удалось. Брак с Эриком Иорио завершился разводом. После этого Марин была в отношениях с вице-президентом Национального фронта Луи Алио. Они предпочитали не афишировать информацию о романе, а в 2019 году решили расстаться. Сейчас Марин остается заметной фигурой на политической арене Франции. В 2022 году она была занята борьбой за президентский пост, в которой с самого начала демонстрировала высокие рейтинги по предварительным опросам. Но такие результаты обрадовали далеко не всех. В январе глава французского МВД Жеральд Дарманен назвал победу Ле Пен опасной для страны. Он отметил, что ее политика в отношении мигрантов может привести к национальным конфликтам или даже гражданской войне. Тогда же в прессе появилась информация о спорах вокруг предвыборного ролика, и его Марин разместила у себя в аккаунте, где часто делится фото и новостями с потенциальными избирателями. Видео было снято на фоне Лувра, администрация которого осталась недовольна тем, что съемка не была согласована и проводилась без разрешения. Но Ле Пен считает, что виды музея должны быть доступны для всех. Ну а на самих выборах в 2022 году мадам Ле Пен заняла 2-е место в первом туре, лишь немногим уступив Макрону. Интересные факты. В числе тех, кто поддерживает национальное объединение, Ален Делон и Бриджит Бардо. Имя Марин, под которым прославилась знаменитость, она получила в крещении. В 2016 году журнал «Политико» назвал Ле Пен 2-й по влиятельности фигурой в Европарламенте. Друзья, если вам понравилось наше видео, но вы еще не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч. Пока.